Что будет, если взять основные механики Enter the Gungeon, добавить религиозную подоплеку из Айзека, а также общую структуру игры из Hollow Knight? Возможно, звучит как какой-то сумбур, однако на деле... Однако на деле получится одна из самых драйвовых, адреналиновых и при этом недооцененных игр, в которые я играл. По уровню геймплея, графики, саундтрека и лора игра ни в чем не уступает мастодонтам жанра, а стоит игра 0 рублев, 0 копеек. И тем для меня поразительнее, что об игре практически никто не говорит, по крайней мере в русскоязычном сегменте. Что ж, пора это исправить. Меня зовут Мистер Укулео, и сегодня я расскажу вам про игру Bloody Hell. Но перед тем, как мы начнем, хочется сказать пару слов. Во-первых, я в полнейшем шоке, что предыдущее видео стрельнуло больше, чем на 100 000 просмотров. Сказать, что это шикарный результат, значит ничего не сказать. Честно говоря, я был уверен, что видео наберет от силы 100 просмотров. Во-вторых, за время, пока я отсутствовал, вас стало больше на целую 1000 человек. У меня просто нет слов, чтобы выразить вам свою благодарность за то, что вы меня смотрите и поддерживаете. Просто знайте, что я невероятно благодарен всем и каждому. Ну и в-третьих, у меня есть отличные новости. После моего видео нашлись люди, отредактировавшие статью про вирус Петя на Википедии, и теперь там стоит гораздо более достоверная инфа, и, по крайней мере, правильное фото. И этим я уже по-настоящему горжусь, потому что это уже полноценный вклад в историю и устранение дезинформации. Огромное вам уважение. А теперь переходим к видео. Bloody Hell — это игра в жанре shoot-em-up и bullet hell, как можно понять из названия, с примесью метроидвании. И несмотря на то, что выглядит игра как типичный рогалик с видом сверху, таковым она не является. Здесь нет процедурной генерации локаций. Разработана игра была в 2023 году 3 студентами из Нидерландов. Игра проходится буквально за один вечер, но храни меня, Амнисия, сколько же эмоций мне подарила эта игра. Определенно, это один из самых мощных проектов, которые я когда-либо трогал. И что мне нравится, игра определенно зайдет и тем, кто скипает все диалоги и играет только ради экшена, и тем, кто постоянно пытается читать все записки, выстраивать лор и строить теории. И для того и для другого игра выстроена просто идеально. Сюжет здесь довольно незамысловат и нужен скорее постоку-поскоку, но, тем не менее, в него напихали довольно много религиозных отсылок и подтекстов, да, прямо как в Айзеке. Главный герой здесь не абы кто, а сам Азраил, ангел смерти, фигурирующий в иудаизме и исламе, и который представлен здесь в виде голубя с нимбом, используемым в качестве пушки. В принципе, учитывая, сколько болезней голуби переносят в реальности, неудивительно, что ангелом смерти здесь выступает именно голубь. Так вот, живет себе, значит, Азраил, чилит в раю, буквально, как вдруг его вызывает к себе сам Господь Бог и поручает ему священную миссию — убить самого сатану. После чего, без лишних слов, отправляет нас... Прямиком в ад нахуй! С этого и начинается наше инфернальное во всех смыслах путешествие. В итоге, пройдя кучу сражений с демонами, секции с паркуром их хтонических боссов и не менее хтонических рядовых противников, и покромсав на бекон всех обитателей преисподней, мы наконец встречаем лично сатану и, само собой, убиваем его. А после этого... Это полиция спойлеров. Пожалуйста, держите руки на руле. Подождите, я все могу объяснить, я не собирался ничего рассказывать. Серьезно? Ты веришь, что я в это поверю? Но мне же нет никакого смысла и выгоды врать. Ладно. Фу. Так, о чем это я? Ах да, сюжет. Как вы, вероятно, могли заметить, в игре содержится довольно много отсылок на различные религиозные течения. Так, например, все обитатели рая, кроме бога, здесь представлены в виде различных птиц, а все обитатели ада либо в виде хтонических монстров типа летающих глазниц, либо в виде свиней. Думаю, ни для кого не секрет, что в иудаизме и исламе, то есть в тех же религиях, в которых фигурирует Азраил, свиньи считаются грязными животными, так что неудивительно, что здесь они предстают перед нами прислужниками сатаны. При этом образ самого сатаны в виде козла, а также рай и ад представлены в самом классическом христианском представлении, то есть сеттинг игры представляет собой этакий гибрид из авраамических религий, который периодически перемежается отсылками на Dragon Ball Z и не только. Также здесь довольно интересная и противоречивая концовка, но ее я предлагаю обсудить чуть-чуть попозже, а пока что обсудить технические моменты игры.
Как я уже говорил, игра представляет собой абсолютно драйвовый, зубодробительный экшен, который не дает заскучать буквально ни на секунду, за крайне редкими исключениями. Состоит игра, по сути, из одной огромной локации, на которой и базируются все боссы, мобы и так далее. По мере продвижения по локации, нас периодически запирают в закрытую зону с несколькими волнами противников, которые всеми силами пытаются нас ликвидировать. Но им не вдомек, что это не Азраила заперли с ними, а их заперли с Азраилом. Также, помимо волн противников, нам иногда будут встречаться на пути паркур-секции разной степени духоты, а также мини-боссы и боссы, за победу над которыми нам будут выдавать способности, не только упрощающие геймплей, но и банально дающие продвинуться дальше. Двойной дэш, мощный лазер, взятый как будто из Another World, крюк-кошка, позволяющий цепляться за противников прямо как в Doom Eternal и так далее. Также, одна из отличительных особенностей этой игры, здесь нет урона от падения в пропасть. Вместо этого, после падения вы попадаете в микростан примерно на полсекунды, так что полноценно обузить эту механику у вас вряд ли получится. Нет, при должном желании вы, конечно, можете попробовать, но я бы не советовал. Те, кто не играл в подобные игры, могут подумать, всего-то полсекунды. Но для игры, где иногда из-за количества летящих снарядов тупо не видно землю, полсекунды офигеть как много решают. Так что все-таки не советую падать в пропасть. Есть у игры и другие интересные механики. Например, здесь есть довольно интересная система амулетов, то есть колб с кровью, дающих различные бафы. Да, как в Холуче. Ну а чё вы хотели? Каждая уважающая себя метроидвания должна заимствовать элементы из Полого Рыцаря. Каждая колба имеет определенную форму, и чтобы колба заработала, нужно разместить ее на алхимическом столе. Изначально это поле обладает довольно скромным размером, и расположиться там может не больше одной колбы, но по мере прохождения мы находим новые слоты для алхимического стола, расширяющие поле и позволяющие разместить на нем больше полезных колб. Кроме того, вы, вероятно, могли заметить, что помимо системы бафов, Bloody Hell позаимствовал из Холуча систему маны, лечения и дополнительных хп. Так, местный аналог души, названный яростью, также накапливается после попадания по противнику, и его также можно тратить на отхил, а также на ульту, и на этом сходство заканчивается. Даже трата маны реализована по-другому. Когда ярость накапливается до максимума, мы слышим эпичную фразу и сосуд для маны начинает гореть. И если после этого нажать соответствующую клавишу, то мы замедляем нахрен время и можем мгновенно перемещаться по карте, оставляя за собой розовую нить, которая также наносит урон врагам. При этом эта атака тратит всю ману за раз, так что иногда приходится строить тактику, высчитывая, что будет выгоднее, кинуть ульту или же потратить ману на лечение, что также прибавляет игре плюсик в карму. В качестве местной валюты выступают кости. Так же, как и в Холуче, они выпадают с убитых врагов, а также из месторождений и тайников. На эти самые кости можно, во-первых, покупать различные полезные вещи, те же колбы или слоты для алхимического стола, а во-вторых, активировать проклятые сердца, которые также можно находить в тайниках и которые в изначальном виде не представляют абсолютно никакой ценности, однако их можно активировать у соответствующего NPC в раю, после чего у вас добавляется одно полноценное ХП. При этом после вашей смерти количество костей уменьшается вдвое, что выглядит довольно интересно, по крайней мере, раньше я такого в играх не видел. Ну и отдельно хочется оценить графику и саундтрек. Пиксель-арт здесь довольно простой, но при этом цепляющий и отлично передающий атмосферу крови и безысходности, а рай и ад выглядят... ну вы сами все видите. А мощный, запоминающийся и пробирающий до дрожи саунд, выполненный в околометальном с элементами электронной музыки стиле, отлично дополняет и без того адреналиновый и ураганный геймплей. Единственное что, как по мне, саундтреку не очень хватило разнообразия, да и к тому же в игре всего 5 треков, хотя о такой короткой игре этого в принципе хватает. А еще создатели поступили со своим проектом крайне правильно. Сама игра распространяется бесплатно и доступна для каждого, однако после прохождения игры создатели предлагают купить саундтрек в Steam, если у игрока есть желание их поддержать. На мой взгляд, такой подход вызывает только уважение. Но вот где игра максимально раскрывает свой потенциал, так это в боссах. Действительно, какая метроидвания, так еще и Bullet Hell без них обойдется. И вот в однообразии или примитивности боссов разработчиков нельзя упрекнуть при всем желании.
В игре 5 уникальных боссов, и ни один из них не похож на всех остальных и требует своего персонального подхода и тактики. Первый босс — здоровенный хряк с алебардой и, очень большими глазами по имени Свиная Отбивная. И я не шучу, его реально так зовут. Этот босс-файт, по сути, учебный и никакой опасности из себя не представляет. Даже при том, что я полный скилл-ишью, при первом ознакомительном прохождении я прошел его с первой попытки. Нельзя сказать, что этот босс вообще не напряжный. Он также заставляет игрока постоянно двигаться и уворачиваться от снарядов, но все же чего-то ему не хватает. Так что, хоть он и справляется со своей функцией ознакомительного босса более чем неплохо, в моем личном топе боссов он занимает первое место с конца, а вот последующие боссы уже гораздо интереснее. Следующий босс — это Мегатрон. Учитывая, как авторы любят религиозные не только отсылки, вполне возможно. Так или иначе, Мэгги, а именно так назван этот босс, представляет собой гигантскую хтоническую сущность, которой сперва надо обстреливать задницу, а потом глаз. Этот босс-файт примечателен тем, что по арене можно кататься на тележке. Причем этот вид транспорта может как помочь эффективно уехать от снарядов, буквально, так и въехать прямо в гущу пуль. Но даже без вагонеток сражение крайне интересное и в моем личном списке занимает гордое второе место. Далее идет не совсем обычный босс, а именно обитатель рая, переметнувшийся на сторону сатаны с гигантским стволом. Любопытно, какие у него комплексы. Что интересно, это единственный босс, которого нам так и не представляют, но лично мне он что манерой общения, что страстью к высоким технологиям, что расовой принадлежностью напоминает Бёрдли из Дельтаруна. Сам этот чел вообще ничего из себя не представляет, да и проходится он меньше, чем за минуту. А в качестве босса здесь больше выступает арена. Чтобы добраться до нашего Smart Genius, придется сначала довольно долго паркурить по кувшинкам, а затем пройти довольно напряженную комнату с противниками, причем и то, и другое нужно выполнять, параллельно уклоняясь от выстрелов из его пушки. Все это достаточно интересный опыт, и я бы разместил Бёрдли со стволом на 4-е место в своем персональном списке. А дальше... Так, стоять. Как правило, обзоры на игры, подобные этому, смотрят 3 типа людей. Либо те, кто раздумывают, стоит ли играть в игру или нет, либо те, кто игру уже прошел и ищут мнение других игроков, или же просто рандомные мимо крокодилы. И вот если вы относитесь к первому типу, то есть вы либо собирались пройти игру, либо, посмотрев ролик, уже замотивировались это сделать, что ж, большое спасибо за просмотр, подписывайтесь на Twitch, ролик на этом окончен, так как дальше пойдут очень серьезные спойлеры. Поэтому, чтобы не портить себе прохождение от игры и не загубить вау-эффект, пожалуйста, зайдите в Steam или на любой пиратский сайт, не забудьте почитать о нем отзывы, пройдите игру, благо делается это буквально за несколько часов, после чего возвращайтесь. Я подожду. Теперь, когда остались только самые стойкие, переходим к обсуждению финала игры. И поверьте, здесь есть что обсудить. Дело в том, что изначальная миссия, выданная нам богом в начале игры, это уничтожить всех обитателей ада во главе с сатаной, так что логично будет предположить, что сатана здесь финальный босс. Однако после победы над ним мы переносимся обратно в лобби. После чего видим, что это место слабо напоминает рай, да и выглядит все так, будто Азраил после победы над сатаной хорошенько закинулся дуотином. Все вокруг в крови, в красных и черных тонах, все NPC мертвы, а единственная дорога ведет к богу. Зайдя к нему, мы видим, что бог окончательно слетает с катушек и решает чисто по приколу по рофлу убить нас. И именно бог здесь выступает в качестве финального босса. В принципе, фейковый финальный босс — явление далеко не новое. Как ярчайшие примеры можно вспомнить Silent Hill 2, Undertale или уже неоднократно упомянутый Полый. Сюжетный смысл концовки предлагаю оставить на сладкое, а пока перейдем к обсуждению именно самих босс-файтов в хронологическом порядке. И битва с сатаной, без преувеличения, лучшая и моя любимая часть всей игры. Буквально квинтэссенция всего того адреналина, напряженности и эпика, которые мы так любим в играх подобного жанра. И что мне особенно нравится в этом босс-файте, все атаки сатаны быстрые и резкие и не дают расслабиться буквально ни на секунду. Но при этом они справедливые и считываемые, то есть экран не превращается в месиво из пикселей, а просто заспамить кнопку дэша и палить наугад не получится. Атака за атакой, уворот за уворотом, все, что заполняет вашу голову, это тактика. Потратить ярость на лечение или дождаться заполнения сосуда, чтобы снять сатане много здоровья одним махом, или хотя бы попытаться. Сильно замедлиться, чтобы выстрелить мощным лучом или планомерно обстреливать его обычными снарядами. Под каким углом выстрелить лазером, чтобы сбить как можно больше камней, которыми сатана прикрывается как щитом. Все эти вопросы приходится обрабатывать практически за миллисекунды, параллельно уклоняясь от его атак, сохраняя хладнокровие и не поддаваясь панике, иначе ваше здоровье довольно быстро будет умножено на 0. Ну а саундтрек максимально задает темп, атмосферу и идеально дополняет битву.
Думаю, ни для кого не будет удивительно, что Сатана занимает почетное, заслуженное, безоговорочное первое место среди местных боссов. Сражение с Сатаной сделано абсолютно шикарно, чего я не могу сказать про бой с Богом. Не поймите меня неправильно, битва с Богом действительно неплоха и также предоставляет игроку челлендж. Вот только в этом босс-файте создатели как будто бы перешли черту и сделали босса слишком челленджовым. Практически каждая атака бога требует абсолютной концентрации и попаданий в тайминг буквально на миллисекунды. А еще бог проводит атаки практически не прерываясь и начинает комбинировать их чуть ли не сразу же после начала битвы. Напоминаю, каждая из этих атак буквально требует идеальной концентрации и заполняет собой весь экран. Знаю, вас уже достало постоянное сравнение Bloody Hell с Холычем, так что приведу другой пример. Dark Souls, чтобы не уходить далеко. Сатану можно сравнить с рыцарем Арториасом. Он быстрый, резкий, не дает расслабиться ни на секунду, но при этом справедливый, и битва с ним напоминает эпичную дуэль. А вот бог похож на Мануса, повелителя бездны. Иронично, что оба босса взяты из DLC. Каждая его атака заполняет всю арену, бьет по области, а для нормального уклонения нужно познать дзен, иметь самые ловкие пальцы на Диком Западе, ну или хотя бы больше 130 часов в Tetris Effect. Это не делает босса плохим, напротив, победа над ним становится серьезным, запоминающимся достижением, да и в качестве финального босса такое сражение смотрится вполне логично. Но тем не менее, битва с ним все же уступает сражению с Сатаной и занимает бронзовое 3-е место. Теперь, когда со всеми боссами мы разобрались, предлагаю обсудить концовку, потому что тут, на мой взгляд, есть что обсудить. После победы над богом он падает в бездну, ну а мы занимаем его трон и превращаемся в накачанного голубя Гигачада. И вот с одной стороны, хэппи-энд, мы всех кого надо победили, да и к тому же Сатана повержен. Но если задуматься немного глубже, то становится понятно, что все обстоит намного менее радужно, чем нам хотелось бы. Ведь, посудите сами, все обитатели рая, включая самого бога, мертвы, ад тоже опустел, а место бога занимает в буквальном смысле ангел смерти. Учитывая, что понятия рая, ада, бога, сатаны и так далее взяты из христианства, логично предположить, что где-то между адом и раем существует обычный человеческий мир, в котором живут обычные обыватели вроде нас с вами. И думаю, не стоит говорить, что когда оба места, куда человек попадает после смерти, по сути уничтожены, а ангел смерти становится главенствующим существом в мире, очевидно, что ничего хорошего для людей это не сулит. Так что лично для меня концовка Bloody Hell оставляет весьма странное, горьковатое послевкусие. Ну, впрочем, это уже мои додумки. Если у вас есть другое прочтение концовки, да и в целом сюжета игры, добро пожаловать в комментарии, будет интересно почитать. По итогу, Bloody Hell — это невероятно крутая, необычная и увлекательная игра, которая точно понравится любителям жанра и отлично подойдет для того, чтобы испытать ваши рефлексы и подарить массу острых ощущений. Я искренне советую вам попробовать эту игру, тем более, что игра бесплатная и позволить ее себе может буквально любой желающий. Ну а если у вас есть желание занести копеечку разработчикам, не поленитесь приобрести копию саундтрека к игре в Steam, ведь, на мой взгляд, разработчики вроде таких точно заслуживают вашей поддержки. Сейчас они заняты разработкой сиквела, который будет выполнен в псевдо 3D, да и в целом, который выглядит вполне многообещающе, и мне остается только пожелать им удачи. Меня зовут Мистер Укулео, и я не прощаюсь.